Друзья, всем привет! Сегодня 12 июня, время 9:30 утра, но уже 25 градусов. Сегодня ожидается жаркий день с грозами, надеемся, без града. А к нам приехал человечек, вот завел уже мотоблок, сейчас будет окучивать картошку. Конечно, лучше бы пораньше бы, но все по возможностям. Вот. Не всегда все, так сказать, наши желания совпадают с нашими и не нашими возможностями. Я еще жука должна посмотреть, потому что я там травила, а они же не подохли, наверное. В общем, надо отраву где-то нормальную найти. Нам, кстати, в телеге скинули. Актара, что ли, или что-то Актары я пробовала, она не помогает. такое? Да. Но нам скинули что-то в телеге. Ну, у нас что есть? Я ж не буду ездить искать по району эту отраву. Можно же заказать там на маркетплейс. Можно, но пока он придет, картошки не останется. Да? Да. Сейчас пойду к тете Поле, спрошу у нее в долг, может, есть что-то хорошее. Идея. Друзья, внимательно наблюдаем, как Маргарита закручивает на шпульку леску. Вот, я заговорил, и Блэк сразу на мой голос пришел. Ну, я вообще это делать не умела, но вроде научилась. Ну, я показал. Маргарита женщина умная. Умная, как вудка. Так что у нее получится. Ну, по сути, она всегда сама это делает. Но нам пока там окучивают картошку. Надо сейчас окучат, я пойду, наверное, все-таки соберу жука, потому что, ну сколько его травить-то? Раз травила, два травила. Я только что прошел, там есть кусты, на которых прям море жуков. И уже такие съеденные. Вот так, понадеялась на отраву. А в итоге Может, на просрочках или еще что-то. жук жирнее даже стал, чем был. Так, Это все, да. пойду. Блатота лежит. Облокотился об бетон, как в кресле. И балдеет. Вискас. Иди сюда. Не пойдешь? Мяу. Не Вискас. пойдет. Вискас. Ну, вот так, друзья, нам окучили картошку. Ровненько и красиво. Сколько у нас получается? 7,8. 15 рядков. Маргарита жука собирает. Там я ходил. Есть некоторые кусты, на которых очень много жука. Яйцо? А. Я там еще немножко с потолком поковырялся. Минут 20. Сейчас подойдем к Маргарите, спросим, что там, жука много или не очень. Ну, я к тебе с вопросами насчет жуков. Надо травить. Потому что еще много мелких, которые я, не могу физически всех собрать. Они потом вырастут и все сожрут. Вот я крупных собираю вот таких, а мелкие еще будут. Поэтому надо купить хорошую отраву и все-таки потравить. Но это еще 30 дней. Ну, Алик, у разных препаратов разный срок ожидания. Ты что, через 30 дней собрался копать, что ли, уже? А что? Ну, еще рано. Да? Урожай собирают позже, чем через 30 дней. Она должна отцвести, потом еще какое-то время здесь в земле побыть. То есть это не быстро. Ну, мы то можем начать, когда 30 дней пройдет. Если нам слепыш оставит что-нибудь. Ту, да, ту я давно уже обрабатывала. Я вот эту
обрабатывала, но толку никакого. Мне кажется, это была не отрава, а стимулятор роста для жука. Их еще Ну ты больше же стало. Актары вроде бы сделала. Актара это ерунда, ни одна не действует. И вообще я обрабатывала кусты здесь, не все, а выборочно. Только те, на которых сидел жук, личинка, только те кусты. Ну, они кое-где были. Ну сейчас Поэтому- тоже можно будет так обработать. Поэтому там, вот где этот, есть. например, куст, он не обработан. Вот который целый, я их не трогала. А только те, где жук сидел. Вот, видишь, пропустила. Вот. Они переползают еще на здоровые кусты. А помидоры сожрали не только листья, а помидоры завязались маленькие. Они даже половину маленького помидора сожрали. Представляешь? Ну, да. Так что вот так. Я уже, если честно, устала. Представляешь, вот эти два прошла и устала. Вон еще я вижу раз, два, три, через три от тебя прям вот за тобой да там вон много еще, жуков. дофига, вон там еще. Там уже короче. прям даже много кустов сожранных. Короче, надо брызгать, потому что я где-то мелких пропустила, они вообще малюсенькие, их даже не видно. А они сейчас вырастут. Ну давай, пока дождя нет, набодяжим. Надо покупать. А, Но я у теть Поли спрошу, если нет, то надо покупать. А то, что я покупала, это вообще такая ерунда. Я двойную дозу сделала. В общем, а ты не деньги ходила сегодня к тете Поле укол делать? вечером. Маргарита ж ходит, тетя Поля колет. Уже не первый раз. Ну и тетя Поля мне тоже уколы делала, когда надо было. Выручаем друг друга. Я, когда вижу задницу Маргариты, у меня рука трясется. Поэтому... Ой, вон еще, видишь? Да полно. Вон сзади тебя там вообще много их. Да. Я боюсь, что когда... Пока мы съездим, купим, там соберемся, и катушки не останется. Да должна остаться. Кстати, Валера, когда окучивал, сказал, твердая земля, и он 2 раза проходил каждый ряд. Видишь, куски какие валяются, валуны. Вот это вот. Да. Но она не пушистая, а такая твердая. Ну, дожди ж были сильные, ливни, а оно скомкалось. Теперь надо дождь, чтобы полил картошку. Да. Ну что, потолок потихонечку делается. Вот Алик тут накидал. Знаете, как их Ну, направляешь? я их соединил, они 3-метровые, а тут 3, не помню сколько, 4,23 тут. Вот, поэтому наращиваю через одну, то есть шов. Вот, покажи. У одной шов тут, у другой тут, ну, в разброс, чтобы для крепости. И вот хочу показать, как первую закрепить. Здесь же, то есть вот с этой стороны подвес можно прикрутить, а с этой стороны же здесь никак не подлезть. Вот. И получается, что я, так, сейчас я пока наживил только. Получается, что пришлось вот здесь сделать короткий, и тут порезать короткий, прикрутить сначала здесь, а потом уже поставить ее на место и крутить отсюда. Но это потом, когда я натяну веревочку, вот, и буду все по уровню, по веревочке. Пока просто накидал, еще подвесы не все сделал. Я сейчас делаю подвесы, я их просто сдвигаю, эти профиля. Потом, когда сделаю все, буду уже крепить. А потом еще, еще вот так крест. Натяну нитку, да. Не крест-накрест, а либо делать просто, где будут листы сходиться, например, вот длинный и там второй лист, вот по короткой части. Там надо будет делать тоже из профиля такие перемычки на крабах. Либо сделаю двухуровневый не потолок, а именно этот каркас. То есть через двухуровневые соединители пойдут так. Это, конечно, будет намного прочнее, меньше будет всяких вибраций, потому что потолок деревянный, вот, и дерево, оно может там играть, расширяться, сужаться. И если сделать двухуровневый, во-первых, мне вот тут уже не надо будет шлифовать, это же у нас этот армопояс, он тут с молочком глянцевый. Не надо будет шкурить, опять уж поклевать, штукатурить, а просто опустится вот так и лист гипсокартона. И все, мне останется только вот это шлифануть, зашпаклевать и покрасить.
Пока я в раздумьях. Ну, пока соберу сейчас этот каркас, а дальше я посмотрю. Может быть, мы сделаем двухуровневый каркас. Будет лучше. Не Ты укусит. ж бабушку редко видишь, да? Не укуси, гляди. Ну, Бабушка ей как 100 теленок. лет не нужно. Я ее зовут теленком, она огромная. Мгм. Ой. Всё, А этот иди отсюда. Черныш дружит с тобой, да? Да, она со Не всеми. лизаешь Чернышка? Пока еды рядом нет, дружит Молодец со всеми. какая ты. А то, как он по телевизору показывают, людей разрывают, съедают. Это какие-то, ну как называют их собаки эти, породы. Бойцовые. Может, человек, Бойцовые. я не слышу все равно, ну, А, так показывают. иди отсюда. Все, иди. Не мешай. Женщина вывела на прогулку, а другая вышла, а она на ее напала. Она еле отбилась от нее. А другая собака ребенка укусила, нос ему оторвала, ну все, чуть голову не проглотила. И Ну, какие ему страсти. делали Страсти операции. какие. Я говорю, страшные собаки. На мне тряпочку какую-нибудь. Сейчас. Короче, у нас тут Размусолился. сейшн. Сборище. Бабуля под охраной. Альма тут охраняет, общается с Альмой, Что я пока мы сделаю? работаем. И Блэк уже тут тоже трется. Я сено собирала. У нас по обочинам покосил трактор, и трава высохла. Я, короче, собрала его там за забором в кучку собрала сено. Ну, пригодится на подстилке, там мало ли. Ну да. Что добру пропадать, да, Блэк? Как мильно смотрит. Замучает. Знает, что уже подходит к концу. Выпрашивает, да? Мороженка. А вот Да станет- ты- Есть не... Чуть-чуть ей дай. Не, есть. Да, она любит Ой. мороженое. Короче, будет стоять, глазами давить. Хочешь, не хочешь, дашь. Вот ей вот как бы со стола, да. Вот то, что ты ешь. А там уже 2 дня мясо Сладкое, лежит наверное, все любят. Да. в мисках. Я уже выкинула там. Ну и правильно, а то мухи там летают. Все, поела. Да, еще у бабули осталось забрать еще. Глазами теперь будет сверлить бабулю. Угостите, а то же она теперь вас будет Мороженое. сверлить, да. Разбудитесь. Альма, иди возьми. Иди. На. Я боюсь. Скажите на. А? На, скажите на. Холодные. Она знает, когда уже О, заканчивается, значит молодец. время подойти и покончить. Она аккуратно Молодец берет. какая. Аккуратно, да. Скушала. Все, Альма, нету. Молодец. Больше Больше нет. нету. Понравилось сладкое, да? Ну, конечно, жарко. Нельзя. Холодненькое, сладенькое. Все, хватит. Максик, что такое? Ты пришел. Ты же не ко мне пришел. Ты пришел, подо мной Блэк сидит. Позови его на колено. На Макс. колени. Иди ко мне. Давай. Ко мне, иди, Макс. Иди. Макс. Иди ко мне. Только ко мне. Давай. Оп. Дедушка Макс. Он не ко мне пришел. Я Он говорю, пришел. Он Блэка пришел. Дедушка к бабушке, да? Иди. Давай. О, давай. О. Иди. Не, ну нету иди. больше. Альма, нельзя, уходи Иди, давай. малыш. Иди. Не наглей. Давай. Тебя Вот боятся. Вот так. Горячий такой, слушай, кипяток. А сам ждет, когда напасть. А сам так хочет погонять Блэка, да, Макс? Вот что-то он его не взлюбил и все. Угу. Улетела бумажка от мороженого. Надо Блэк. подобрать. Да, что-то мяукнул там шепотом.
Обезжиривать. Штаны все равно на выброс. Короче, я не только этой лентой направляющей к стене делаю, она же еще одну функцию выполняет. Терморазрыв. То есть холодный армопояс из железа, да, и будет конденсировать в сильный мороз. А так как через ленту, то терморазрыв получается. Ну и, соответственно, от вибрации также делаю на этих, на подвесах. Вот так кусочек отрезаю, наклеиваю. И потом этой стороной пойдет туда, к потолку. Вот так. У нас, друзья, походу сейчас будет град. Градобойные пушки в округе стреляют. И вот эта туча, она на Армавир пошла. Ну и у нас тоже тут нормально так. Небо черное-черное. Ну, пока только дождик начался. Ждем. У нас, друзья, такой ветер вообще. Кажется, что сейчас крышу сорвет. Вот мы на кухне сидим. Да, то есть, то нету. То потом раз сразу и тишина. И прям порывы сильные. Вот такой сильный боковой ветер. И ливень тоже. Ну что, друзья, как обычно, света у нас уже нету. Интернет раньше пропал. Сначала пропал интернет, потом вырубили свет, стена вон вся намокла. Косой такой. Ёлос, что-то черное идет. Ой, вон там прям страшное. И причем она Вон быстро. там такая штука, да. Движется она быстро. Особенно вот эта вот такая хрень. Вот оно видно, вот по этим облакам. Не град начал падать случайно. Жесть вообще. Вон там просто вообще ужас. Кошмар. Да. Блэк, иди сюда. Че ты там сел? Еду караулишь, что ли? Уже намекает, чтобы покормили. Жуть. А мы, друзья, едем в магазин. В такую погоду дома сейчас ничего не поделаешь. А в магазин съездить сам Бог велел. Плюс у меня там, мне не хватило немножко подвесов удлиненных. Мы еще заказали, но придут они через неделю только. Я стал делать из обычных стандартных подвесов удлиненные. Ну, то есть из двух делаю один. Вот. Это, конечно, немножко работы прибавляет. Но зато я смогу доделать комнату до того, как придут удлиненные подвесы. Они пойдут на кухню, вот, а комната уже будет готова. Позапрошлому видео, где мы подводили итоги 5 лет жизни на хуторе, мы там вставляли еще обрезки старых видео, которые мы снимали в первый год жизни. Появилось у нас много новых зрителей и комментарии такого типа: вот, надо было брать там в Чувашии, в Мордовии покупать, в Подмосковье коттедж с газом надо было покупать. В общем, кто во что горазд. Но мы купили вот в Краснодарском крае. Мы об этом не жалеем. То, что мы не купили дом где-то в Чувашии, где-то в Поволжье, где-то еще.
Мы очень довольны, то, что мы приехали именно в Краснодарский край. И если когда-нибудь мы уедем отсюда, то мы уедем еще южнее, но никак не на север. А сегодня мы хотим рассказать вообще историю, как мы искали дом и где мы. Три раза мы чуть ли не купили дом, но у нас не получилось. Но искали мы очень много. То есть мы объездили всю практически Владимирскую область. Ну, с нее и начали смотреть. Потому что Московскую мы не рассматривали. Там дорого. Дорого и дом на доме. Вот. Ближе 100 километров даже не рассматривали. Всю Владимирскую, потом Тверскую область объехали. Вот. И, по-моему, все. Мы только Владимирскую и Тверскую смотрели. Да, ну Ярославская там уж слишком севернее было, мы не хотели. Вот. Ну а и... Рязанская там и это тоже мы не хотели. Да. Ну и почему мы купили вот именно такой дом? У нас был бюджет. У нас не было денег с продажи недвижимости. Мы никакую недвижимость не продавали. У нас были свои заработанные деньги, определенная сумма. И мы из этой суммы выделили бюджет на покупку дома до 1 000 000 рублей. Даже, наверное, до 800 тысяч, да, где-то у нас. 800 это был прям потолок. Да, ну, думали, что дешевле все равно. Да, мы хотели же еще, чтобы у нас какие-то деньги остались, ну, на жизнь, на там инструменты купить, ремонт сделать, то все. То есть мы не хотели прям всю сумму на покупку дома пихнуть. Поэтому мы искали дом бюджетный, недорогой. И коттедж в Подмосковье, это, конечно, слишком шикарно. Мы даже и не думали об этом. Искали мы дом в карантин, когда все сидели по домам. Но мы могли ездить, потому что у нас было ИП, у Алика было ИП, у меня было ИП. И мы себе делали пропуска через госуслуги и спокойно ездили куда нам надо. Даже если надо в соседнюю область, пишешь Владимирской области, едешь и никого не боишься. Ну, забегая вперед, скажу, что нас остановили всего лишь один раз. Это где? В Дубне. А куда мы ехали? Мы ехали в Тверскую область через Дубну. Да, и вот нас один раз ГИБДД остановили и спросили, есть пропуска? Мы сказали, есть. Он их даже смотреть не стал, говорит, езжайте. Так, ну что, давай начнем. Откуда? С Владимиром, ну как вот... С Тверской, наверное. Мы сначала в Тверской хотели покупать. Мы сначала во Владимирской, да? Мы с нее и начали ездить. Да. Значит, Владимирская область, мы смотрели Покров. Ну туда, в сторону Красной Горбатки. В сторону Покрова. В общем, в сторону Покрова, наверное. Первый дом, который мы хотели купить, это была деревня Ивонина, Владимирская область. Там на участке в принципе ничего не было. Деревня, там несколько дворов, такая полузаброшенная. Это где с мотоциклом? Где с мотоциклом. Это, наверное, из всего, что мы смотрели там, это был лучший двор. Там буквально 7 домов, половина из них это уже чисто крыши вот, остались. Но буквально 3-4 домика было. Лужайка большая, сосновый лес. Сзади, за участком, прям сразу начинается чистый сосновый бор. Да. К дому пристроен гараж. И в гараже, друзья, вы не поверите, к дому продавался, вместе с домом продавался мотоцикл. То ли Урал, то ли Днепр, я уже не помню, с люлькой. В идеальнейшем состоянии за 5000. Вот. 5000 рублей, да. Да. В общем, сам дом недорогой же был. Сам дом стоил 300 000. Это был 20-й год, май месяц. Май, наверное, да? Нет, не май, апрель. Апрель. Да, наверное. 20-й год, апрель, по-моему, это был. Цена 300 000. Дом был бревенчатый, ну, как и все во Владимирской. В основном там, если недорогие, то они из кругляка, из бревна. Но там была новая крыша, и, в принципе, больше ничего не было. Мы посмотрели, вроде как нам понравилось, но мы сказали хозяйке, что мы подумаем. И посмотрим еще. И посмотрим еще. И, в общем, мы думали. Ездили, смотрели. Нам то не нравилось, это не нравилось. Вот. И решили взять этот дом, позвонили ей, она говорит, я уже продала. Мы расстроились, конечно. Вот. Но мы каждый день ездили, смотрели. То есть каждый день у нас был пробег там 150, 120, там 100, 110 километров. Делать было нечего. Дальше мы смотрели дом... Нет, мы смотрели много где, но вот я говорю о тех, которые мы собирались купить. Это деревня Бутурлино.
Владимирская область, по той же дороге, что и Ивонина, только туда, в сторону Красной Горбатки. Дом с газом, деревянный, 8 соток, по-моему, земли там было, но в доме был туалет, ванная, газовое отопление, все. Стоил он 650 тысяч, но единственный косяк был какой? Газовая труба сразу за домом, вот как участок, и за участком, ну, то есть дом, и за домом, получается, участок. И вот так поперек шла газовая труба. Как-то он поделен был, да. Да, и как бы вторая часть это участок. Вот это как бы не очень было. Ну, в общем, мы решили взять этот дом, договорились с собственниками, поехали к нотариусу. А оказалось, что у них не все документы. И пока они делали документы, А мы дальше ездили. мы передумали Да. покупать этот дом. И третий дом, который мы хотели купить, это... Забыла уже как. За Ржевом. Это Тверская область, деревня Нижнее Заборье. Но это там такая глухомань. Там такое заборье, просто все в борщевике. Хуже, чем здесь. Там просто кошмар. Мы пока ехали, я подвеску на поджерике чуть не оставил там. Там асфальтовая дорога, которая между населенными пунктами. Но она хуже, Она в ужасном состоянии чем была. гравийная. Хуже, чем у нас на хуторе, да. Ну, в общем, дом неплохой был, деревянный тоже. Там прудик был, За участком речка. речка, на участке небольшой На ручеек. участке много построек хозяйственных для птицы, там и дровники, и для свиней. В общем, аккуратненько сделано, хороший двор, банька, отопление печное. Ну, в принципе, нам понравилось, там все так прям вот, ну, четко для жизни, Как да? хорошо, что мы его не купили. Да. И мы- Дыра, Дыра дырой. дыра Хуже, дырой, да. хуже, чем наш хутор. У нас хоть от хутора тут вот 2 километра удобная станица и там, ну, километров 15 районный центр Отрадная. А там, короче, до этого Нелидово, это Нелидовский район. Пилите, пилите. По такой раздолбанной Да. дороге. В общем, мы оставили задаток за этот дом, 50 тысяч рублей, как сейчас помню. А у них документы тоже какие-то не были готовы, но она говорит, хозяйка, типа, я сделаю быстро и все такое. И через несколько дней она мне пишет на WhatsApp, мол, извините, но мы передумали продавать. А почем он был? 550 тысяч. А, Мы передумали продавать. Ну и вернула мне на карту этот задаток. В общем, вот как отрубила нас. Вот три раза мы хотели покупать эти дома, и вот, ну, не наши, значит, да? Что делать? Мы уже устали ездить, нам надоело, и уже не знали, где ну, мы смотреть. месяц, наверное, катались. Да, но Тверская область, там, в принципе, нам она не понравилась. Там борщевик, болото, Болото, комары. борщевик, да, и Да, комары. не очень как-то. Владимирская область, ну, то, что мы хотели, там мы смотрели, места хорошие были, дома плохие. Либо дом хороший, участок маленький, буквально там Да. 6 соток. И, вот. и вокруг соседей. Либо наоборот, дом плохой, участок Да. хороший. Либо мы смотрели, там дорога была такая, что вне сезон вообще не вариант туда проехать. То есть там глина вот это, когда все это Да, раскисает. да, да. У нас-то хоть на хуторе, оно хоть грязно, когда зимой, осенью, Но проехать можно. но у нас камни, оно проедешь, да. Единственное, что грязь вот эта все равно она попадается. А там вообще не вариант проехать, даже на поджерике не вариант был проехать. Ну и все, мы, значит, что-то расстроились и поехали к родителям на дачу к Алика. Да, да. И разговаривали с родителями, и Алика, мать говорит, а что вы на юге не посмотрите? Да, и что-то мы тут раз такой Авито развернули, тын-тын-тын. Но мы искали недорого, сразу скажу. Мы искали недорого, увидели этот дом, нам понравился пейзаж. Приехали. И нам само место Да. понравилось. Стоила хата 400 тысяч. Ну, мы и купили, и остались здесь. Мы могли бы поездить еще, но был карантин, а мы были не в своем регионе, и Маргарита очень переживала, что нас могут обсервацию забрать Краснодарский край, да, там на пару недель. люди на море ехали как раз в карантин уже, а их там что-то кто-то пишет и с кошками, Вместе и с с собаками, собаками, да. разворачивали, куда-то там отправляли. В общем, я боялась ездить, хотя мы ехали в Отрадненский район на черном джипе, и нас даже не остановили. Стоял кордон,
при въезде в Отрадненский район, гаишники стояли, была перекрыта дорога, нас просто пропустили, даже Местных не остановили. останавливали всех. А нас даже не остановили. Да, не мы знаю почему. Удивились. Вот. А мы еще с прицепом же. Второй раз Нет, уже, когда второй ехали. раз уже сняли карантин, когда мы с прицепом. Да? Мы А. здесь пробыли 2 недели, пока оформляли документы, получили документы о собственности, и тогда уже через 2 недели мы поехали за вещами в Москву. И обратно уже мы ехали с прицепом, с Максом, Да, да. уже да, спокойно да. ехали. И еще были комментарии, что, мол, куда вы смотрели, не знали, что брали. Мы все видели, что мы брали, это во-первых. Во-вторых, у нас не было опыта деревенской жизни вообще, то есть совсем. У нас была дача во Владимирской области, но на даче мы выращивали газонную траву, друзья. И жарили шашлыки. И жарили шашлыки, да. Мы там не жили, мы туда приезжали только летом. Но я вам скажу больше, мы купили там участок практически с каким-то старым ржавым железным домом. Это потом, может, там построили хороший дом, все это облагородили, все вырубили, засадили газонной Купили травой. еще участок, потом еще Да, участок. 24 сотки у нас была дача, и на 24 сотках росла газонная трава, которую мы с тележкой ходили, косили. И зимой мы там не жили, там не было отопления. Я вам больше скажу, там не было света года 3, наверное, да? Да. Электричества вообще там не было, столбов Мы даже. чисто на генераторе там Мы на сидели. генераторе, то есть как бы, ну мы приезжали, нам было в удовольствие летом, Готовили на газовой плитке. да. На зиму мы все это консервировали и уезжали в Москву. И жить мы там не могли, потому что мы работали. Вот. А теплица уже появилась у нас на даче позже. Там мама моя приезжала, сажала огурцы, помидоры, и все, в принципе. Там, может, было у нее несколько грядочек, да? А чтобы Да. такого прям вот... Огородов не было. Вот. Поэтому вот куда мы смотрели, ну, теперь мы знаем, конечно, что с газом лучше, но все равно в любом случае, несмотря ни на что, нам здесь очень нравится. Вот именно в Краснодарском крае и на хуторе. Есть, да, неудобства, про которые мы рассказывали в позапрошлом видео. Но вот знаете, когда сидишь вот так вечером, сверчки поют, птички поют. Вот сейчас предложат тебе куда-нибудь в Тверскую область дом с газом, там, с комнатами, там, чтобы несколько. Я бы не поехал. Нет. Потому что, ну, климат. Там Нет. полгода зима, вот эта сырость, неба нет никогда, вот все время такое серое небо. Здесь хоть редкости это бывает. а Здесь так в мы в основном декабре в футболках ходим. Да, у нас бывает по 20 градусов. Здесь зима начинается в феврале и заканчивается в марте. Ну, в середине января, февраль зима начинается, и в марте заканчивается. Вот сколько лет мы здесь живем, 5 лет, всегда у нас зима была короткая. Но в этом году, вот в этом году зима была длинная, она началась тоже после Нового И года. снега было много Да, достаточно. зима началась после Нового года и длилась она долго. А в прошлом году весь апрель было жарко, 30 градусов, представляете? А в этом году вот такой год, холодный. Да, так что нам здесь нравится, друзья. Да, нам здесь очень нравится. Конечно, если вдруг когда-нибудь мы захотим там себе посерьезнее дом, да, уже который на ПМЖ, там, чтобы газ был, все такое, то мы будем смотреть в первую очередь в Краснодарском крае и где-то здесь поблизости. Ну, на крайняк Ставропольский край. Да, на крайний случай Ставропольский. Вот. Поэтому с югом уезжать никуда не хотим. Пусть даже жарко бывает работать Алику. Ну, отдыхать-то хорошо. Отдыхать хорошо. Там Работать тенечек жарко. зашел, балдеешь. Кондиционер не нужен ни в новом доме, потому что газоблок очень хорошо держит температуру, ни в хате. Саманной. В принципе, вообще кондей не нужен. Вот. Прекрасно. Так что кто нас зовет? Съехал я с мысли, что-то хотел сказать. Так что кто нас зовет в Поволжье, на Алтай, в Сибирь, мы вам скажем так: уж лучше вы к нам. Да. А давай еще там какие-то вопросы еще же есть. Вот спрашивают, что за дом, где мама сейчас находится? Дом в Ставропольском крае – это наш дом. Оформлен он на маму. Ну, естественно, на маму оформлен, он и мой, и брата тоже, как бы, так как мы семья. А поехала она туда на неделю, ну, чисто привести порядок, там где-то Где-то кусты там вырубить, обрезать, да, где-то еще покосить, что-то. еще что-то. Да, брат сейчас, он в Липецке, он работает вахтой, ну, приезжать сюда дорого там на неделю, поэтому он остается там.
Нашел работу, работает. Что еще, какие вопросы-то? Какие вопросы? В комментариях много разных вопросов. Сейчас Ну, вот про что-то Москву все- пишут еще. Вот вы такие дураки, вы из Москвы уехали, люди, наоборот, в Москву едут. Ну, кто-то мечтает приехать в Москву, а, например, мы там уже побыли, Да. я там родился, вот, я там знаю каждую улицу, каждый переулок, практически был на каждой улице. Мне там уже, не интересно. Сама Москва, она вообще стала неинтересна. Она очень изменилась, вот, и хочется уже с возрастом на природу и на теплую Ну, это я природу. к тому, что вот почему-то те, кто в Москве не живут и никогда не были, они думают, что в Москве деньги с неба падают. Это не так. В Москве, чтобы жить более-менее нормально, не бедствовать, там надо так же впахивать, как и на этом огороде, друзья. Это ничем не отличается. То есть в городе тоже надо пахать, пахать и пахать, иначе ты будешь жить впроголодь. А особенно в Москве жить тяжело тем, у кого ипотека. Вот приезжают тоже, берут в ипотеку в Подмосковье. Там мало того, что надо впахивать, еще надо бояться, чтобы не потерять работу, чтобы выплачивать эту ипотеку. Поэтому не все так сказочно и радужно, как вот многие думают, что Москва это все. Центр мира. Да, нет. В Москве тоже жизнь тяжелая, и в Москве жизнь дороже, чем и здесь. Поэтому... Послушайте умную женщину, друзья. Не стремитесь в Москву. И пахать надо, и пахать. Но хотя мы, когда жили в Москве, у нас был свой бизнес небольшой. Не сказать, что мы прямо впахивали, но было тяжело морально. Морально почему тяжело? Потому что работать приходилось с людьми, надо было всем угодить, надо было решить все вопросы, надо было отвечать за нерадивых сотрудников. Так что я вам скажу, Все это тоже косячат. нервотрепка еще та. Поэтому здесь нам все хорошо. Захотела я, пошла на огород. Не захотела, пошла, легла на диван. То есть мы здесь сами себе хозяева. У нас тут практически, какие вот проблемы, да, вот повторимся. Интернет не очень хороший, но он есть. Угу. Вода летом в жару с перебоями. Ну, пока есть. Когда жары нет, перебоев нет. И последнее, что еще, газа нет. Все, электричество есть, друзья. Да, сегодня был ливень, отрубалось. Сначала интернет отрубился, минут через 5-10 электричество вырубили. Где-то в течение часа обратно, когда ливень уже закончился, Ну и новые наши зрители, конечно же, подумали, что мы тут живем без удобств, и у нас туалет на улице. Нет, это не так. Мы за 5 лет сделали себе воду, у нас есть горячая, холодная вода на кухне, у нас есть горячая, холодная вода в душе, у нас есть туалет типа унитаз, у нас есть септик, но душ с туалетом, кухня — это у нас отдельное строение, потому что к нашей старой саманной хате пристроить ничего невозможно. Поэтому у нас все стоит отдельно, но все равно это как бы не страшно, оно есть. Лишние там 10 метров пройти не напрягает совсем. не критично. Да. Поэтому вот такие у нас дела, друзья. Надеюсь, что на все вопросы ответили. Это для тех, кто нас не с самого начала смотрел, да, и не понимает, что как. А то мы в позапрошлом видео показали эти старые кадры, где еще Вискас маленький. Где... Кстати, эти кадры же были с другого канала. Да, Люди-то не знают, что мы за 5 лет ведем вот этот влог. Но канал у нас есть изначально первый. Называется он «Хутор Стуканов». Ссылочка будет на него в описании, друзья. Если хотите посмотреть с самого начала, как мы тут обустраивались, жили, как все мы было, начинали, как все выглядело, да. переходите по ссылке, смотрите. А этот канал мы ведем полгода, наверное, да? Да. На этом у нас все, наверное. Уже коровки пошли по холму. Да. Пастух их повел. Значит, и нам пора. Надо чайку попить. Всем пока. Пока.